Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. У нас с вами близится новый 2023 год. И в преддверии этого нового временного периода давайте посмотрим, что же ждет каждый из знаков зодиака в будущем году. И сейчас мы рассмотрим, каким же будет этот год для козерогов. Забыла для кого. Выбирать не нужно никакую позицию, у нас будет один общий вариант абсолютно для всех козерогов. Итак, начиная с общей атмосферы, давайте посмотрим, каким же будет год грядущий для козерогов. Смотрите, если карты упали, колода начала разговаривать с нами. Каким же будет грядущий год для козерогов? Предстоит сделать выбор. Скорее всего, будет решение, связанное с заключением официальных отношений, либо с тем, чтобы вывести ваши отношения на новый уровень. Будет много препятствий, сомнений. Все это связано с мужчиной, с мужской фигурой. И здесь вот предстоит, как, знаете, развилка, да, как выбор какой-то. Но цели вы достигнете. Будет казаться, что силы на исходе, будет казаться, что ресурсы заканчиваются, но эти силы и ресурсы вы всегда будете в себе находить. Поэтому грядущий год – это год выбора для вас, год движения к намеченной цели. Скорее всего, цель ваша вам уже известна, и, скорее всего, вы к ней идете достаточно давно. И смотрите, всегда в отношении того, что вы наметили, вы будете обладать теми силами, теми ресурсами и возможностями, которые вам нужны для движения вперед. Повторюсь, у большинства это вот как раз-таки выход на какой-то новый уровень, скорее всего, в отношениях. Да, у многих это отыграется как в работе движение вперед, у кого-то это отыграется как достижение каких-то целей, которые вы также давно планировали достичь. Но все-таки по классике у нас карта кольцо – это официальные отношения, это семья, плюс у нас карта мужчины. Для тех, у кого образование семьи не актуально, как я уже сказала ранее, здесь как будто бы новый какой-то виток, новая страница, новая глава, и в этом во всем будет принимать участие активная мужская фигура. Итак, теперь давайте посмотрим, что ждет козерогов в работе в грядущем году. В работе. Смотрите, в работе у вас, знаете, вот как-то вот все как день сурка. Все ровно и стабильно, нет каких-то глобальных перемен. И вам почему не удается продвинуться вперед? Потому что есть какие-то недоработки в прошлом, какие-то ошибки, которые вы совершили ранее, недоделанные проекты работы, недоделанные какие-то, вот знаете, поручения, задания, какие-то моменты, которые требуют вот как раз-таки исправления ошибок, которые требуют работы над ошибками. Будет необходимо это все вот вернуться и доработать, переделать. Тем не менее, вот этот ритм, он как-то вас не напрягает. Да, с одной стороны, главная боль в отношении того, что вы ограничены в действиях, ограничены в возможности двигаться вперед. С другой стороны, вы находите в этом свою прелесть. Вы не торопитесь, вы находите какие-то плюсы в той ситуации, что вам можно пока задержаться на текущем этапе, поэтому в работе все очень ровно. И в основном будет все связано с тем, чтобы вот именно исправить какие-то сделанные ранее ошибки. И, ну, собственно, карта кольцо тоже об этом говорит. Для того, чтобы выходить на какой-то новый уровень, нужно завершить предыдущий. И вот завершением предыдущего какого-то этапа, недоработанного, вы будете заняты вот именно в сфере работы. Далее финансы. Что с финансами? С финансами. А по финансам все хорошо.
новые какие-то возможности. Причем возможности весьма такие долгосрочные. Скорее всего, кто-то может вернуть долги, либо какие-то, знаете, забытые источники дохода, они здесь будут актуальны. Смотрите. Очень у многих может отыграться такой вариант, что в связи с тем, что на работе вот такая ситуация, когда все весьма медленно, да, все весьма размеренно, здесь придут на помощь те люди, которые к вам очень положительно относятся. Это старые знакомые. Кто-то просто сделает такой жест доброй воли, да, какой-то подарок в виде хорошей кругленькой суммы. Кто-то позволит найти, обрести какой-то дополнительный вид заработка, потому что тройка мечей – это карта милосердия. Здесь человек действительно милосерден по отношению к вам, и он знает вас давно, он будет оказывать вам поддержку. Он когда-то уже оказывал вам поддержку, помощь, сейчас будет оказывать и в дальнейшем, соответственно, тоже. Поэтому все, что касается финансов, у вас чудесно и замечательно. Возможно, не так, как хотелось бы, да, в том случае, если бы вам удалось по работе более быстро как-то продвинуться на новый виток. Здесь эти возможности и такие крупные заработки, они бы пришли гораздо раньше. Но поскольку ситуация такова, что все затягивается, здесь придется какие-то глобальные покупки, глобальные там расходы немножечко отложить. Тем не менее, с финансами все будет в порядке. Далее личная жизнь. Что касается личной жизни у козерогов в грядущем году. Ой, а здесь прям четко мужчина. У кого-то это прям новое знакомство. Как правило, вот в таком раскладе фигурные карты, они символизируют новых людей. Смотрите, для тех, кто не в паре, для тех, кто не в отношениях, здесь совершенно четко появляется в вашей жизни новый мужчина. И да, отношения с ним, они действительно будут иметь возможность стать официальными. Для тех, кто в отношениях, в стабильных, постоянных, да, вы движетесь вот к этим официальным отношениям, да, к заключению брака, но велика вероятность того, что появляется еще один мужчина, еще одна мужская фигура, который уделяет вам достаточно внимания. И на почве этого здесь будет ревность, будут какие-то взаимные претензии, упреки и, возможно, даже выяснение отношений. Тем не менее, десятка пентаклей – это карта семьи. Здесь обязательно все сводится к тому, что в результате в течение следующего года козероги либо создают семью, либо укрепляют имеющуюся семью. Все сводится к тому, что мужчина, официальные отношения, преодоление трудностей, в итоге семья. У каждого своя ситуация. У кого-то это новое знакомство и в дальнейшем создание официальных отношений. У кого-то это укрепление имеющихся и узаконивание их. У кого-то это такой момент, когда ваши отношения выходят на новый виток. Но в любом случае здесь в результате вы получаете семью. Не без трудностей, да, эти трудности будут обиды. Но тот мужчина, который ваш, с которым вы вот именно в стабильных официальных отношениях находитесь, он сделает все необходимые шаги для того, чтобы вот эту стабильность, семью, очаг вы обрели. Далее давайте посмотрим, к чему стоит стремиться козерогам в грядущем году. Двигаться вперед нужно. Ну да, здесь прям рекомендовано создание семьи. Десятка кубков. И вы знаете, все, что будет с вами происходить, важно воспринимать в статусе мечевой королевы. Это женщина, которая руководствуется разумом, которая, вот знаете, умеет мыслить логически, которая не поддается эмоциям, которая не торопится, не спешит. Все плохое нужно оставить позади, нужно уметь оставить все плохое позади. Нужно принять разумное решение для того, чтобы двигаться вперед. А вперед это в семью, это в партнерские отношения. К тому же у вас будет прекрасный шанс, вот важно этот шанс не упустить. Взвесить все за и против. Правосудие в большинстве случаев это как раз-таки официальные какие-то моменты,
заключения браков, договоров, бумаг и так далее. Да, с партнерством связано, поэтому прям идите в семью, не сомневайтесь, умейте быть мечевой королевой в самых положительных ее качествах, в самых положительных ее проявлениях: умная, мудрая, разумная, в меру сдержанная. А чего остерегаться стоит козерогам? Чего остерегаться стоит козерогам в будущем году? Император. Смотрите, когда мы получаем в предостережениях положительные карты, это символ того, что именно в этих моментах нужно вести себя максимально осторожно. Ну, во-первых, здесь мужская фигура идет. В общении со своим императором, со своим мужчиной будьте осторожны. В проявлении чувств. И очень важно здесь, посмотрите, быть мечевой королевой и не быть на вот этих вот качелях, когда вы как будто жонглируете и не можете принять нужное решение. Поэтому старайтесь выдерживать такую разумную позицию и избегайте неопределенности. Плюс смотрите, вот здесь император, рыцарь кубков, можно различные варианты трактовки здесь озвучивать, и внимание третьих лиц, да, кстати, у многих вот этот вот король жезлов может быть тем самым императором, который проявляет чувства, проявляет эмоции. У многих это, знаете, как руководитель, начальник, мужчина при должности, при статусе, который будет проявлять к вам свое внимание и станет, собственно, причиной вот этой ревности. Поэтому в общении с этим императором, конечно же, будьте аккуратны, будьте осторожны и не создавайте такую ситуацию, которая будет способствовать возникновению каких-то там качелей, неопределенностей, претензий и так далее. В целом, здесь вам важно руководствоваться вот именно разумом и избегать тех ситуаций, которые связаны с третьими лицами мужского пола и с неопределенными моментами. Важно стремиться к тому, чтобы все-таки была создана семья, и чтобы эта семья была прочна, крепка и нерушима. А давайте посмотрим совет. Совет для козерогов на грядущий год. Отдохните и берите все в свои руки. Смотрите. Однозначно все здесь будет в ваших руках, и важно эти возможности не упустить. Ой, посмотрите, как замечательно. Важно те возможности, которые вам дает Вселенная, которые вам дают высшие силы, не упустить. Но в эти возможности, в эти активные действия нужно идти отдохнувшими. Ни в коем случае не сгоряча, не в попыхах, а вот именно в позиции мечевой королевы, с холодным умом, с холодными эмоциями. Обязательно думаем о состоянии комфорта, о состоянии баланса, чтобы вы не как взъерошенный котенок прибежали куда-то и начали в попыхах наводить те самые порядки, не будучи в состоянии гармонии и порядка сами. А здесь вот именно в состоянии спокойствия, в состоянии гармонии берете обязательно все шансы и возможности, которые идут к вам в руки, и выбираете направление сами. Потому что здесь, посмотрите, колесница – это выбор туда или сюда. И важно уметь удерживать руль в своих руках. Иначе, если не повернете вы, повернут за вас. Либо же все пойдет не туда, куда вам нужно. Поэтому важно уметь держать ситуацию под контролем, умение удерживать себя в нужном таком состоянии. И в таком случае все будет так, как нужно. Все будет замечательно. Посмотрите, пожалуйста. У нас на одной колоде на обороте карта ребенок, и на другой колоде на обороте карта солнышко. Это говорит о том, что здесь возможно рождение деток в грядущем году. Если вы хотите, обязательно наступит долгожданная беременность. Если вы находитесь в ожидании чуда, обязательно родится здоровенький, счастливый малыш у вас. Прекрасным будет грядущий год для козерогов. Я благодарю всех за просмотр. Я буду рада и благодарна вам за обратную связь. До встречи в новых видео.